Язык тела, позы, мимика, скрытые намерения, истинное душевное состояние. В этом видео мы продолжим считывать невербалику. Вы можете использовать невербальную информацию, чтобы быстро оценивать людей, заводить друзей, преодолевать трудности языкового барьера, избегать врагов, укреплять здоровые взаимоотношения. На очереди у нас язык телодвижений. Доброго времени суток, спасибо, что подключились. С вами Артем Паршуков, вы на канале КПД. Если вы еще на нас не подключились, то рекомендую вам это сделать, чтобы не пропустить новые выпуски. Глава 1. Что такое язык тела? Невербальная коммуникация, которую называют языком тела, это способ передачи информации. Такой же, как разговорная речь, но только с помощью неречевых средств, таких как выражение лица, жесты, прикосновения, телодвижения, позы, декоративные детали одежды, различные украшения, прическа, татуировки. И даже тон, тембр, громкость голоса. Но не учитывается значение произнесенных слов. С помощью невербалики передается 65% информации в общении. Кроме того, как мы уже с вами говорили ранее, средства невербальной информации позволяют докопаться до истинных чувств и смыслов. Самые выразительные элементы невербального поведения называют эмблемами. Именно они помогают нам определять человеческое душевное состояние на данный момент. Так как люди редко осознают, что используют средства невербальной коммуникации, язык тела часто оказывается более правдивым, чем произносимые слова, которые сознательно подбираются для получения нужных для говорящего результатов. Невербальные сигналы стереотипны и достоверны. Как только вы узнаете, что означает тот или иной сигнал, это можно будет использовать в той или иной обстановке. И, естественно, без невербальных сигналов вести адекватный диалог весьма затруднительно. Поэтому по-прежнему в нашем цифровом веке мы используем живые встречи, живые семинары, живые лекции. Мы предпочитаем видеть язык тела другого человека вживую. 7 столпов наблюдения и расшифровки сигналов невербальной коммуникации. Внимательно наблюдайте за тем, что происходит вокруг. Все просто. Если для понимания речевой информации вам нужно внимательно слушать, то для понимания невербалики вам нужно внимательно наблюдать. Дело в том, что большинство людей всю жизнь смотрят, но не видят. Как говорил Шерлок Холмс своему другу Ватсону, вы смотрите, но не наблюдаете. Многие люди не обращают внимания на незначительные изменения в их мире. Грустно осознавать, как много на свете людей, для которых весьма предсказуемые события оказываются полной неожиданностью. Жалобы таких людей всегда похожи. Например, «Моя жена только что подала на развод. Я даже не подозревал, что она разочаровалась в нашем браке. Мы с ним немного поспорили, а потом этот придурок дал мне в глаз. Я так и не понял, за что. Я была уверена, что боссу нравится, как я работаю. Даже не думала, что он меня уволит». Авторами подобных сообщений являются мужчины и женщины, которые не научились внимательно наблюдать за происходящим. И, собственно говоря, в их неадекватности нет совершенно ничего удивительного. В конце концов, когда нас готовили ко взрослой жизни, я думаю, что почти никого не обучали невербальной коммуникации. Умению ориентироваться вообще в обстановке не учат ни в школе, ни в вузе. Это только специализированные курсы. И если вам повезет, сама жизнь вас заставит выучить этот урок. Урок невербального общения. К счастью, наблюдательность — это навык, который можно развивать. Нас никто не заставляет идти по жизни с завязанными глазами. Главное, что от вас потребуется, это сделать наблюдение частью вашего образа жизни. И когда я говорю о наблюдении, я имею в виду необходимость использовать все 5 ваших органов чувств, а не только лишь одно зрение. Наблюдение в контексте — это ключ к пониманию невербального поведения. Например, после дорожной аварии люди часто испытывают шок и впадают в ступор. У них могут дрожать руки, они могут принимать неправильные решения и даже выходить на проезжую часть навстречу мчащимся автомобилям. Потому что после аварии люди страдают от последствий полного подавления нашего когнитивного, думающего мозга. Управление организмом берет на себя лимбическая система. Поведение человека меняется. У него могут начать дрожать руки. Он теряет ориентацию, испытывает нервозность и дискомфорт. В данном контексте все эти действия являются естественными последствиями стресса. Учитесь распознавать и расшифровывать универсальные и индивидуальные сигналы невербального поведения. Некоторые телодвижения считаются универсальными, потому что практически одинаково проявляются у многих людей.
Например, когда люди сжимают губы так плотно, что превращают их в ниточку, то это однозначный и типичный знак того, что они чем-то сильно обеспокоены, и с ними что-то не так. А некоторые телодвижения считаются индивидуальными элементами невербального поведения, которые в какой-то степени уникальны у каждого конкретного человека. Ну, это понятно, что чем больше вы общаетесь с человеком, чем больше вы за ним наблюдаете, тем больше у вас будет навыков считывания его индивидуальных методов проявления невербалики. Когда вы общаетесь с другими людьми, то старайтесь определить их базовые модели поведения. Для того, чтобы выявить базовые модели поведения у людей, с которыми вы общаетесь регулярно, вам придется понаблюдать за тем, как они обычно выглядят, как сидят, куда кладут руки, как ставят ноги, какую предпочитают позу, какую используют мимику, как наклоняют голову и даже куда они обычно кладут свои вещи, такие как кошелек. Вам нужно научиться определять их нормальное выражение лица от напряженного. Обратите внимание на черты лица человека, когда он не испытывает стресс. Его веки должны быть расслабленными, а губы полными. Когда человек находится в состоянии стресса, его лицо напряжено и слегка искажено, брови нахмурены, лоб наморщен. Потому что только изучив то, что нормально, мы можем затем понять, как выглядит ненормальное, потому что у нас будет с чем сравнить. Даже при случайной встрече с незнакомым человеком вам следует постараться запомнить его стартовую позу, в самом начале вашего общения. Сведения о нормальном поведении помогут вам с легкостью определить, когда поведение человека исказилось, после какой темы разговора, после какого события в вашем разговоре. Старательно учитесь распознавать ложные и обманчивые невербальные сигналы. Способность различать аутентичные и обманчивые сигналы приходит с опытом и практикой, потому что она требует не только наблюдения, но и осторожности в суждениях. Умение различить признаки комфорта и дискомфорта поможет вам сфокусироваться на элементах поведения, способных сыграть самую важную роль в расшифровке невербальных сообщений. Существуют две главные вещи, на которые нам всем следует сфокусировать внимание и стараться замечать их в первую очередь. Это ощущение комфорта и ощущение дискомфорта. Умение определять, как выглядит дискомфорт и комфорт, помогут вам лучше считывать людей. Если вы сомневаетесь в значении конкретного элемента в поведении, задайте себе вопрос, что этот элемент может выражать сейчас. Это больше похоже на комфорт или на дискомфорт? К комфорту можно отнести удовлетворение, счастье, расслабленность. К дискомфорту — неудовольствие, неблагополучие, стресс, беспокойство, напряжение. В большинстве случаев вы можете отнести наблюдаемый элемент к одному из этих двух типов — комфорт или дискомфорт. Когда наблюдаете за другими людьми, старайтесь делать это незаметно. Залогом успеха в использовании невербального поведения является внимательное наблюдение за людьми и правильное толкование невербальных сигналов. Но наблюдатель должен вести себя так, чтобы не вызывать внимания к собственной персоне. И тут все просто, потому что если наблюдаемый вами человек узнает о том, что вы за ним наблюдаете, он уже не будет вести себя естественно. Он будет стараться себя контролировать, сдерживать. Он будет стараться манипулировать вашим восприятием. И вы уже не сможете считать точную информацию, которую он вам выдает. Всегда старайтесь добиваться естественного поведения человека. Глава 2. Животное наследие мозга человека. Многие люди считают, что у них только один мозг, и что этот мозг является неким вместилищем когнитивных способностей, которые позволяют им воспринимать их окружающий мир. Но на самом деле внутри человеческого черепа помещается целых 3 мозга. Каждый из них выполняет строго определенный для него объем функций. А вот вместе они уже составляют центр управления, который осуществляет руководство всеми действиями нашего тела. Еще в 1952 году ученый Пол Маклин выдвинул оригинальную теорию триединого мозга, состоящего из рептильного мозга, так называемого ствола мозга, мозга млекопитающего или лимбического и человеческого мозга, неокортекса новой коры. Мы с вами сосредоточим наше внимание на лимбической системе мозга, потому что для нас она играет в нашем исследовании самую важную роль. Именно она отвечает за экспрессивное невербальное поведение. Лимбический мозг реагирует на окружающий мир мгновенно и рефлекторно, то есть в реальном времени и без размышлений. Он всегда включен.
и несет главную ответственность за наше выживание. Ему приходится трудиться без перерыва во выходных. И кроме того, лимбический мозг является нашим эмоциональным центром. Нам с вами крайне важно понять, что мозг контролирует все элементы поведения, как сознательные, так и подсознательные. Эта исходная предпосылка служит ключом к пониманию всех средств невербальной коммуникации. Любые ваши действия, которые вам кажутся значимыми либо незначимыми, контролируются вашим мозгом. Даже простое почесывание в затылке — это тоже реакция вашего мозга на какой-то стимул. Следовательно, мы можем использовать эти элементы поведения, чтобы понять, какую информацию мозг сейчас пытается донести внешнему миру. Как мы уже с вами разбирали в прошлом видео, исключительно эффективная реакция мозга на стрессы или опасности выражается в 3 формах. Замри, беги, сражайся. Реакция «замри». Движение привлекает внимание. И чтобы помочь нам выжить в опасных ситуациях, наш лимбический мозг заставляет нас выбрать самый эффективный из всех возможных вариантов поведения и мгновенно замирать на месте. Некоторые животные при столкновении с хищниками не просто замирают, а даже могут притворяться мертвыми. Это является как бы экстремальной формой реакции замирания. Полная неподвижность часто может сделать вас почти невидимым для других. Это вам может подтвердить любой солдат спецназа, любой военный. Реакция замирания остается первой линией обороны против угрозы или опасности. Иногда лимбический мозг использует еще одну разновидность защитной реакции замирания. Он заставляет нас сжиматься, чтобы мы выглядели маленькими и неприметными. Это похоже на поведение черепахи, когда голова втянута в плечи. Это часто можно наблюдать у людей, которые подвергаются унижению или внезапно теряют свою уверенность. Когда реакция замирания не помогает избежать опасности, или не является самым лучшим выходом из ситуации, это когда, допустим, опасность слишком близко, лимбический мозг выбирает второй вариант поведения — реакцию бегства. Конечно же, сегодня, когда мы живем в городах, а не в условиях дикой природы, от опасности убежать трудно. Но мы приспособили реакцию бегства к нашим нынешним потребностям. И поэтому эти действия уже не так очевидны, но служат той же цели — блокировать физическое воздействие на нас, отодвинуться от нежелательных людей или предметов как можно дальше. Я думаю, вы припомните немало случаев, когда вы пытались ускользнуть от чужого внимания. Так же, как маленький ребенок, которому дали еду, которая ему не нравится, он отворачивается от нее. Точно так же и человек, который воспринимает человека, который ему не нравится, он может просто отвернуться к нему спиной. Или же, по крайней мере, развернуть свой корпус в другую сторону, тем самым демонстрируя свою неприязнь. С этой же целью используются и такие элементы поведения, как потирание глаз, зажмуривание, закрывание лица руками. Чтобы увеличить дистанцию до человека, который вам не нравится, который сидит рядом с вами, можно отклониться назад, либо поставить на колени какой-нибудь предмет. Все эти элементы поведения контролируются нашим лимбическим мозгом. Означают, что кто-то или что-то хочет дистанцироваться от неприятной ему личности. И не обязательно личности, это может быть группа людей или потенциальная какая-то угроза, опасность. И опять же, это само собой разумеется, потому что миллионы лет нашей эволюции мы всегда старались держаться подальше от той опасности, которая может нас уничтожить. И по этой же причине мы стараемся поменьше быть на траурной церемонии или пытаемся отсрочить ту встречу, которая нам неинтересна, или с человеком, с которым мы не согласны. Мы стараемся держаться подальше от людей с дурной славой или же от каких-то опасных личностей. Люди подсознательно отклоняются друг от друга, когда расходятся во мнениях или когда им неприятно находиться рядом. Подобные элементы поведения не являются признаками обмана, а скорее указывают на то, что человек чувствует себя некомфортно. Все эти формы являются дистанцирующими сигналами невербального поведения. Реакция борьбы или сражения — это агрессивная тактика, которую наш лимбический мозг использует как последнее средство защиты. Когда уже человеку не помогает ни замереть, ни убежать, ему остается только одно — воевать. В процессе всей нашей эволюции как вида мы, подобно другим млекопитающим, научились превращать страх в нашу ярость, помогающую успешно отразить нападение. Но, естественно, в современном мире физическое проявление ярости
может оказаться неприемлемым и даже незаконным. Я уже поднялся по нашему чокнутому будильнику. Закрой шторы, не смотри на нее и не слушай. Понял? Разве это возможно? Иисус из Назарета. Кем была Мария? Мария была парикмахершей. О, святой отец. Эй, ты! Заткнись! И поэтому наш лимбический мозг разработал на основе примитивной реакции борьбы другие изощренные приемы. И одним из современных проявлений агрессии является спор. Жаркий спор — это та же борьба, только без использования средств физического воздействия. Вы посмотрите: оскорбления, переходы на личности, взаимное обвинение или там очернение, сарказм, провокационные заявления — это все своего рода современные эквиваленты приемов борьбы. Вы можете быть крайне агрессивными, совсем не прибегая к физическому контакту. Для этого достаточно использовать угрожающую позу, угрожающий взгляд или просто вторгнуться в чужое личное пространство. Глава 3. Комфорт, дискомфорт и успокоительные средства. Наш мозг и тело совместными усилиями стараются нам обеспечить полную безопасность и комфорт. Понаблюдайте за человеком, который отдыхает на природе в гамаке. Все его тело выражает состояние полного комфорта. И в этом же состоянии пребывает и его мозг. Но когда мы испытываем глубокое разочарование, то наш мозг посылает сигналы невербального поведения, в которых словно в зеркале отражаются наши мучительные переживания. Достаточно вспомнить людей в аэропорту, когда для них объявляют о задержке их рейса или же вообще об отмене их рейса. Их тело в точности передает все, что творится в их душах. Вот почему нам следует научиться с вами распознавать в поведении людей типичные признаки комфорта и дискомфорта. Это поможет нам лучше оценивать чувства, мысли и намерения этих людей. Успокаивающее поведение свойственно не только человеку. Например, кошки или собаки, чтобы успокоиться, облизывают себя и друг друга. Как пример успокаивающего поведения у человека, можно сразу вспомнить, как маленькие дети могут сосать большой палец руки, чтобы успокоиться. Взрослый же человек может поменять эту привычку на более другую, например, грызть карандаш, жевать резинку. Это тоже способы восстановления спокойствия. Успокаивающее поведение проявляется в разных формах. Потирание лба обычно свидетельствует о том, что человек с чем-то борется или испытывает какую-то степень дискомфорта. Поглаживание шеи указывает на эмоциональный дискомфорт, сомнение или незащищенность. Когда мы испытываем стресс, то нам может помочь даже самый легкий массаж шеи. Также может помочь поглаживание лица или игра с прядями волос. Все эти действия наш мозг совершает автоматически, чтобы успокоиться. Прикосновение к щеке или лицу — это способ уменьшить нервозность или раздражение. Наш мозг как бы отправляет сообщение: «Пожалуйста, успокойте меня». И наши руки немедленно отвечают на его просьбу, помогая нам снова почувствовать себя комфортно. Еще один частый элемент успокоения — это выдох с раздуванием щек. Он помогает снять стресс и успокоиться. Люди часто делают это после того, как им удается благополучно избежать опасности. Для наших с вами целей мы будем считать формами успокаивающего поведения любые прикосновения к лицу, голове, шее, плечам, предплечьям, кистям рук или к ногам. Любые действия, которые совершаются в ответ на негативный стимул. Например, вы задаете какой-то трудный вопрос или создается какой-то стресс, вызванный чем-то услышанным. Все эти действия, они не помогают нам решать проблемы. Это просто помогает нам успокоиться во время решения проблем. Но они являются обязательными, потому что если вы испытываете дискомфорт и не можете себя успокоить, ваш дискомфорт просто превратится в взрыв. Ваше тело либо просто отключится, вы потеряете сознание, либо вы просто умрете. Нельзя на пружину сжать вечно. Пружина должна расслабляться периодически. По статистике, мужчины чаще прикасаются к лицу, а вот женщины предпочитают прикосновения к шее, одежде, украшениям, предплечьям и волосам. Выбор успокоительных средств очень широк, и у каждого из нас есть свои любимые, такие как жевательная резинка, сигареты, обильная еда, облизывание губ, потирание подбородка, поглаживание лица, игра с предметами, ручками, карандашами, тюбиками, помадой или часами, поглаживание волос и почесывание предплечий. Иногда успокаивающие движения маскируются под самые обычные действия, смахивать воображаемые соринки с футболки или рубашки, или же поправлять галстук, если вы в костюме. И для многих со стороны кажется, что человек просто прихорашивается. Но на самом деле он успокаивает свою нервозность.
Все эти движения тоже выполняются по команде лимбической системы и являются реакцией на стресс. Далее мы с вами рассмотрим некоторые самые типичные, ярко выраженные формы успокаивающего поведения. И вот каждый раз, когда вы будете их замечать, старайтесь себя спрашивать, почему этот человек вообще пытается себя успокоить. Способность связать успокаивающее поведение с конкретным стресс-фактором, который его вызвал, поможет вам точнее понять мысли, чувства и намерения самого человека. Хорошим средством успокоения для мужчин является массаж шеи. Даже недолгое прикосновение к шее помогает снизить уровень беспокойства и дискомфорта. Потому что в этой области находится огромное количество нервных окончаний. И в том числе есть блуждающий нерв. Массаж шеи помогает снизить частоту сердечных сокращений. Формы успокаивающего поведения с использованием лица мы практически обсудили. Но к ним следует добавить еще оттягивание или массаж мочки уха, поглаживание лица или бороды, игра с волосами, потирание лба или облизывание, потирание губ. Также можно использовать успокаивающее поведение в виде звуков. То есть вы можете насвистывать, вы можете говорить сами с собой, вы можете настукивать мелодию какую-нибудь. Также есть люди, которых в стрессовой ситуации одолевает зевота. Потому что зевота — это не только один из способов глубокого дыхания. Вы должны понимать, что когда человек испытывает стресс, зевок помогает оказать давление на слюнные железы. Растяжение мышц ротовой полости заставляет железы выделять влагу, чтобы увлажнить рот, пересохший от чрезмерного беспокойства. В таких случаях зевоту вызывает не потребность выспаться, а сам стресс. Есть еще очистка ног. Это одна из форм успокаивающего поведения, которая остается часто незамеченной, потому что эти действия производятся под столом, если человек сидит напротив вас. В ходе этого успокаивающего занятия человек кладет руки или обе руки на ногу или на обе ноги, а затем скользит ладонями по верхней поверхности бедер в направлении коленей. Это похоже на то, что человек вытирает руки, вспотевшие от стресса, либо же это выглядит как массаж ног, потирание ног. Но общий смысл здесь такой, что когда люди нервничают, они опускают руки под стол или кладут на бедра и стирают с них несуществующую пыль, чтобы успокоиться. Старайтесь замечать именно этот жест, потому что он очень сильно человеку помогает успокаиваться. А вам, как наблюдателю, поможет понять, какая тема разговора вызвала больший всплеск стресса. Ну и один из самых любимых жестов — это обнимание самого себя. В стрессовых ситуациях некоторые люди успокаивают себя тем, что скрещивают руки на груди и потирают ладонями плечи, словно им холодно. Когда человек пытается успокоиться таким способом, он делает примерно то же, что мать, которая обнимает маленького ребенка. Это защитное успокаивающее действие мы используем всегда, когда хотим почувствовать себя в безопасности. Но если человек скрещивает руки на груди, наклоняется вперед и смотрит на вас из-под-лобья, то это уже не желание успокоиться явно. Здесь уже что-то другое. Прежде всего, определите базовую модель успокаивающего поведения человека. Это поможет вам замечать любые повышения интенсивности или частоты в использовании успокаивающих действий, и реагировать на них соответствующим образом. Когда вы видите, что человек использует успокаивающий жест, тот или иной, которых мы обсуждали, спросите себя, зачем он это делает, почему именно сейчас он это делает, что стало причиной того, что он начал это делать, после какого мгновения разговора он запустил эту реакцию, что вызвало стресс. И помните, что успокаивающее поведение всегда вызывается тем, что человек испытывает стресс. Вам нужно понять, почему он испытывает этот стресс и после чего он это сделал. Просто успокаивающее поведение не запускается без стресса. Если вам сложно определить, является этот жест успокаивающим или не является, вы можете сами создать стрессовую ситуацию, чтобы увидеть, усилится его успокоение или нет. И помните, отмечайте то, какой именно используется успокаивающий жест. Чем сильнее стресс, тем чаще человек использует успокоение через шею и лицо. Использование успокаивающего поведения позволяет достаточно точно определить уровень стресса и причину, которая его вызывает. Успокаивающее поведение — это как команда поддержки от нашего лимбического ума. Успокаивающее поведение может помочь и вам самим понять себя лучше, потому что вы можете заметить, в какой момент у вас вызывается стресс. Просто обращайте внимание на собственные жесты тоже.
Когда именно вам потянуло почесать что-нибудь или там как-то себя еще успокоить? Какая тема в разговоре вызывает это в вас? Поздравляю вас! Теперь вы владеете информацией, которой не владеет большинство людей на Земле. В той или иной форме, конечно же, люди слышат кое-что, потому что интернет работает вовсю. Существует множество книг по языку телодвижений. Но, тем не менее, создать целостную картину в голове человека весьма сложно. И я надеюсь, у вас такая картина начинает уже складываться. И сегодня мы с вами выяснили, что существует 3 основных стратегии. Замри, беги, сражайся, которые осуществляют нашу коммуникацию с внешним миром. Они служат неким щитом от внешнего мира. Также помните про систему успокоения, которую мы с вами обсудили, которая помогает нам бороться со стрессом. Ну и в следующих видео мы будем с вами еще дальше и еще сильнее погружаться в эту тему. Мы с вами будем рассматривать как явные, так и скрытые сигналы. Есть еще очень много интересных моментов, которые мы с вами еще не успели обсудить, потому что эта тема очень большая. Но это стоит того, чтобы на это потратить свое время и взаимодействовать с вашим миром гораздо эффективнее, чем сейчас. Поэтому, если вам такая тема интересна, то приглашаю вас поучаствовать в моем курсе, посвященном языку телодвижений. Именно там мы с вами не только в теории, но и в практике будем погружаться в эту тему. Вы будете делать домашние задания, которые помогут вам изучать язык тела, мимики и всего остального гораздо эффективнее. Когда вы накопите достаточный опыт, расшифровка невербальных сигналов станет для вас таким же обычным делом, как смотрение по сторонам, когда вы переходите дорогу. А на этом все на сегодня. С вами был Артем Паршуков. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!